100 лет не был на набросках. Вчера наконец-то порисовал обнаженную модель. Прекрасно позировала девушка из балетных, судя по пластике, потому что она может по осанке, по телу, по мышцам. Очень хороший свет в студии, деление на тепло-холод, поэтому работать в живописном смысле очень интересно. Оставляешь рисунок внутри, как всегда, и мне интересно иногда такая сумасбродная, хаотичная живопись темперой, когда ты ищешь ходы, подачи того, что ты видишь. То есть творчество, творчески осмысляешь, и в моменте находится решение, и ты его реализуешь. Это очень заразительно. Ну и, конечно, тренинг для художника. Очень важно поддерживать свою рисовальческую форму. Оленька Кудеярова. Рама – это парадная одежда любой работы. Форма генерала или скромный фартук рабочего – все зависит от нас. Абсолютно с вами, Оленька, согласен, Кудеярова. Ну а мне иногда милее беспарадные одежды. Вот, например, на даму лицезреть. И форма любая на девушке мешает, ведь под ней скрыта первозданная красота, естественная красота. Я знаю, что в нашей команде есть люди, которые против изображения естественной красоты, женской или мужской. Ну, пусть они будут против, а я буду делать это. И, по крайней мере, показывать тем, кому это интересно. И делать иногда большие работы, форматные, с обнаженной моделью, как благодарение нашему начальству, что он создал такую красоту, и что нам дано ее видеть и восхищаться. Такая метафора долгая говорит лишь о том, что для меня живопись важнее вот этой вот скромного фартука или генеральской одежды. Она для меня не существует, эта одежда, когда есть живопись. Конечно, это рама, облачение, всяческие эполеты и прочие финтифлюшки, бижутерия украшают. Но если есть то, что украсить, бывают же, по фильмам, бывают лица, на которых украшения, любые, самые дорогие, выглядят, ты на них не смотришь, выглядят нелепо. Ты смотришь на то, что несет лицо, что оно транслирует. Вот этот ужас, хаос, скрюченность или расслабленность. И улыбаются, естественно. Вот бывает, что я неоднократно фотографировал людей, просил улыбнуться, а они не могут. Есть люди, уверяю вас, которым улыбнуться невозможно, у них ничего не делается. Или получается такая улыбка, что смотреть, фотографируешь, невозможно сфотографировать человека. Я не получаюсь на фотографии. То есть улыбка – это неестественно, оказывается. Бывает. Бывает. Алексей Шалашов. Подскажите, как правильно писать большие холсты маслом, чтобы в дальнейшем их можно было свернуть в тубус и отправить по почте. При этом их не повредить при транспортировке. Есть какая-то методика обработки лаком работ, например, за месяц до транспортировки, например. Обработайте за месяц. Чего ж не обработать? Она должна год посохнуть, да? Или полгода до лака. Я не обрабатываю никаким лаком. Реставраторы говорят, что нужно обрабатывать лаком, даже если матовая живопись. Сохранность лучше, чтобы жир не налипал, не жирнилась вот эта вот колбаса. Лучше в пленочку ее замутить. Для дополнительного скрепления всех красочных слоев, я понимаю, как правильно писать? Писать нужно живопись писать, как вы пишете. Подождали, покрыли лаком. Не покрыли. Свернули в тубус. Естественно, живописью кверху. Сворачивайте, чтобы она кверху.
Ну, такая музейная традиция. Не внутрь живопись, а кверху. И в тубус затолкали. Можно, знаете, холсты в магазины привозят, ну, художнические, в тубусах таких больших. Они метра там, я не знаю, 2, что ли. Его нарезать на куски, и все. Там есть такие торцевые штуки пластиковые. Но это не обязательно, можно самому придумать. И на почту. Жеси Нокарт. А работа в конце ролика, это давно было, да? Судя по этюднику, понравилось очень. Да нет, меня снимали для рекламы очков. Очень крутая такая реклама, студия волшебная, такие мастера. И им по сюжету нужно было, чтобы я носил этюдник деревянный. Раз уж зашла речь о рекламном ролике, давайте я его вам покажу с тем, чтобы прорекламировать замечательную видеостудию, которая так творчески подходит к каждому кадру, как к произведению искусства. Но вы сами увидите. Красота мира разлита во всем, в каждом его проявлении. Я художник, импрессионист. И для меня самая высшая ценность – то, что я вижу это, то, что я могу выразить свое отношение, написать свое ощущение того, что я вижу. Каждая картина – это мое поклонение существованию, поклонение той радости, в которой мы живем и для чего созданы. Зрение у меня было всегда 100%. С возрастом заметил изменения, начало расплываться. А мне нужно видеть на разных расстояниях, и вдали, и в середине, и вблизи. Компания BBJR изготовила для меня современные очки с прогрессивными линзами с 3 зонами фокусировки, то есть очки для всех расстояний. Первый раз в жизни я почувствовал себя комфортно, потому что в этой зоне вверху я смотрю далеко, в средней зоне я смотрю на картину, которую пишу, в нижней зоне я смотрю на замесы, которые делаю на палитре. Я работаю за компьютером, я пишу картины, я езжу за рулем. И все это в одних очках. Огромное спасибо французским линзам BBJR. Неля Гурьева нашла у себя масляную пастель. Какой-то ужас. Ничего не могу накалякать. Ну а вы попробуйте ее использовать как вспомогательный материал. Может быть, контуры какие-то, а основной материал другой. Ну, например, темпера даже, гуашь, может быть, акрил. А ею, ну вот я на набросках пользуюсь часто масляной пастелью или обычной, с тем, чтобы подчеркнуть контуры модели, если это обнаженка, или либо просто ты пишешь какую-то сценку такую, или из жизни. И я люблю, когда у меня в арсенале есть, например, акварель плюс акварельные карандаши, темпера плюс там масляная и обычная пастель, мелки. И вот я ими гуляю, разные, выкаблучиваюсь, всякие поделки делаю. Просто взять масляную пастель, может быть, я ни разу не пробовал делать такие вот именно ею работы законченные, только этим материалом. Ну, попробуйте специальный материал купить, специальную бумагу для нее купить, для пастели масляной. Может быть, тогда у вас будет удовлетворение больше. Но я здесь в пастели масляной не специалист. Может быть, кто-то расскажет, как и на чем ей работать, и вообще можно ли ей работать и достигнуть хороших результатов. Я хочу проанонсировать новый урок, 43-й, портрет темперой, декоративное решение. Называется эта работа «Трубка мира». Несмотря на то, что он написан быстро, в нем есть некая изюминка, некий ход, с которым я хочу вас познакомить в этом уроке. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на конкретику в работе над портретом.
И неважно, какой материал вы используете, любой абсолютно. Но ход работы, композиционное решение, выстроенные решения, тональное и цветовое, когда буквального прочтения тона нет, но есть разделение тональных пятен, и они работают, вот это архиважно для творческой работы над портретом. Мне думается, что этот урок способен взорвать ваше вдохновение на тему рисования портрета творчески, неожиданно для вас самих. Интереснейшая задача. 43-й урок.